Рада приветствовать на своем канале подписчиков и новых зрителей. В моем саду зацвел первый рододендрон. И это малыш Каннингем White. Предлагаю полюбоваться его цветением, а я вам расскажу о его характеристиках, предпочтениях и особенностях. Мой Каннингем White цветет только второй год. В прошлом году были первые пару соцветий, и все, показал себя. Куплен был 3 года назад малюсеньким кустиком из 3 веточек. Но был уже тогда красавчик. Рододендрон Каннингем White – гибридный сорт из группы многоцветковых рододендронов. Не листопадный. Выведен в далеком 1850 году английским селекционером. Имеет уникальную темно-зеленую листву до 12 сантиметров. Видите, такая удлиненная и яркая, сочная, которая украшает сад и после цветения. На фоне листьев этого рододендрона заиграют красками и другие летние растения. Я уже убедилась. У меня и гвоздика садовая на его фоне ярче и красивее, и хосты колосятся. В период цветения листьев почти не видно. Огромный цветущий шар притягивает именно в этот период внимание. Другие кустарники еще не цветут. Спирея у меня посажена далеко, а в этом теневом месте прямо акцент такой, доминанта. Соцветие его состоит из 7, 8, 9 белых слабо гофрированных цветков. При раскрытии они светло-розовые, бутоны его, а потом становятся белоснежными цветами довольно больших размеров с желтым крапом по центру. С одной стороны цветочка желтый крап. Изредка этот рододендрон может зацвести повторно осенью. Но лучше бы этого не было, потому что перед зимовкой это ослабляет растения. Этот рододендрон любим многими садоводами за неприхотливость, нетребовательность к кислотности почвы. Он очень устойчив к морозам, берет минус 27 без укрытия, но это при условии, что посажен в тихом безветренном месте. Я свои рододендроны укрываю одним слоем агроволокна от ледяных дождей и ветров. У меня есть зимнее видео, как это было в прошлом году. Я затянула с укрытием, но все обошлось, как видите, и они зацветают. Каннингем White предпочитает тень и полутень и регулярный полив. Новые мои жильцы сада рододендроны, один из них может расти на слабом солнце, но это я вам позже расскажу. У меня посажен Каннингем White в теневой части сада с подружками своими хостами. С одной стороны от ветра и солнышка его прикрывает забор, а с другой дом. Посажен именно тут, чтобы прикрыть люк ливневки. Надеюсь, не подведет. Учтите, что при посадке рододендронов надо выбирать правильное место. Это одно из условий фантастического цветения. Если ему что-то не понравится, не дождетесь красоты. Этот сорт, да и многие рододендроны, имеют куполообразную форму. Большой зонт со временем будет сильно ветвиться. Ветви, как у дерева. Быстро нарастает. К 10 годам, надеюсь, у меня тоже будет до 2,5 метров в высоту и 3 метров в ширину. Ну, я тут по метру в стороны запасла, не знаю. Его, конечно, можно формировать, но у него природная форма очень красивая. Размеры, как и для всех растений в саду, размеры растения зависят от места посадки и от ухода. Почти все сорта рододендронов, кроме карликовых, разрастаются одинаково и в ширину, и в высоту.
Благодаря белой окраске соцветий этот рододендрон можно высаживать между другими рододендронами, которые плохо гармонируют по цвету. Помните, я вам про розы рассказывала, как помирить абсолютно несочетаемые по цвету розы. Посадить между ними белую. Простое правило. С рододендронами все работает аналогично. Правила работают. Эффектно смотрится этот рододендрон солитером и высокой изгородью, аллеями. Ну, это если позволяет размер сада. Если не позволяет, посадите хотя бы один в теневом уголке. Рододендроны называют цветком мудрецов за то, что, любуясь большими соцветиями, можно отключать обыденные мысли и абстрагироваться, медитировать. Кстати, в парке Бремена, Германия, как раз началось цветение рододендронов. Оно продолжается с первых чисел мая и в зависимости от погоды длится около месяца. Одни сорта сменяют другие, и любоваться красотой альпийской розы съезжаются люди со всего мира. Ну а мы полюбовались моим Каннингем Уайтом. У меня все. Скоро зацветет вовсю следующий сорт. Покажу и расскажу вам обязательно. До встречи на моем канале.